Здравствуйте! Сегодня я хочу начать небольшой цикл по вязанию брюкского кружева. Для этого я приготовила схему круга. И вторая схема более наглядна, из чего состоит этот круг, из каких элементов. Это у нас будут столбики с одним накидом и арочки из воздушных петель. Круг вяжется от центра. Данный круг может пригодиться как для вязания салфеток, а также для донышка головного убора, либо можно использовать в одежде. Если вы используете его как головной убор, то я расписала формулу, как рассчитать радиус для донышка. Длина равна у нас 2 умножить на πr. Π – это величина, которая равна 3,14. Из этой формулы выводим радиус. Мы длину делим на 2π. Если у нас размер головного убора у меня, допустим, 56, вместо длины подставляем 56. И делим на 2 умноженное на 3,14. Примерно 8,9. Это радиус. Значит, диаметр будет примерно 17,8 сантиметра. Ну, а теперь к самому кругу. Для начала мы делаем скользящую петлю. На 2 пальца набрасываем конец нити и обвиваем один раз. Затем крючок вводим под петлю, вытаскиваем новую. И эту новую петлю мы провязываем. Теперь у нас по схеме от центра идут столбики с одним накидом. Вывязываем столбик с одним накидом. Накид делаем на крючок, крючок вводим в скользящую петлю, вытаскиваем новую петлю. И 2 петли провязываем вместе. И затем еще 2 петли. Теперь мы должны вывязать арку из воздушных петель. Но вначале мы вывяжем только половину арки. Мы вывяжем 2 петли. 1, 2. Почему не 3? Потому что 3 будет соединительной. Затем у нас должны быть 4 воздушные петли для этих столбиков. Вывязываем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И затем с внешней стороны у нас будет арка из 5 воздушных петель. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Внешние петли мы провязали воздушные. Теперь нам нужно провязать столбики с одним накидом. Значит, делаем накид на крючок и в 6-ю петлю от начала наборного ряда вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петлю. Ввели крючок в петлю, вытащили новую, провязали 2 и провязали 2. Один столбик мы вывязали. Второй вывязываем столбик точно так же. И третий. Накид на крючок, крючок в петлю, вытащили новую и 2 петли провязали. И еще раз 2. И 4-й столбик вывязываем. Затем мы делаем 2 воздушные петли и соединяем их в вершину столбика с одним накидом. Опять делаем 2 воздушные петли
Поворачиваем вязание. И над столбиками с одним накидом вывязываем тоже столбики с одним накидом. Причем, чтобы не было сдвига столбиков, крючок вводим не под петлю, а вот здесь еще есть перемычка, еще одна петля, четко над столбиком. И вот сюда мы вводим крючок и вывязываем столбик с одним накидом. Один. Вот она петля. Не сюда под петли, а вот еще наверху есть одна. Под нее ввели крючок, вытащили петлю, 2 провязали и 2 провязали. Накид на крючок, вывязываем 4-й столбик. У нас лента будет идти из 4 столбиков с одним накидом. Здесь у нас скользящая петля, это центр кругом будет, а это внешний край. На внешнем крае вывязываем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Поворачиваем вязание и опять вывязываем столбик с одним накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. Именно вот сюда в центр, под петлю. 1. Вот эта петля видна. Под нее вводим крючок. 2. 3 и 4. Связали мы 4 столбика с одним накидом. Теперь мы делаем 2 воздушные петли и переходим к следующему столбику с одним накидом в центр. То есть сделаем накид на крючок, вводим крючок в скользящую петлю и вывязываем столбик с одним накидом. Опять делаем 2 воздушные петли, поворачиваем вязание и опять вяжем столбики с одним накидом. Крючок вводим вот под эту петлю. Один столбик, накид на крючок, 2 столбик, накид, вывязываем 3, накид, вывязываем 4. Подошли мы к внешнему краю, опять делаем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, поворачиваем вязание и в самый первый столбик опять провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И вот мы видим, что столбики у нас четко идут один над другим. Опять вывязываем 2 воздушные петли. И вот здесь у нас заканчивался столбик с одним накидом. Вводим сюда крючок. И соединяем. Опять делаем 2 воздушные петли. Поворачиваем. И вяжем столбик с одним накидом над столбиком с одним накидом предыдущего ряда. Два, 3 и 4.
И опять мы подошли к внешнему краю. Делаем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание, делаем накид. И четко в край, в центр столбика вывязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Вот получилось, что мы соединили 2 арки с внутреннего края столбиком с одним накидом в центр элемента. Провязали мы 4 столбика. Вывязываем 2 воздушные петли, половину арки из воздушных петель. Вот здесь мы уже видим, что 2 арки у нас уже соединены с центром, столбиком с одним накидом. К следующим 2 аркам подошли. Провязали 2 воздушные петли. Вывязываем в скользящую петлю столбик с одним накидом. Провязали. И эту внутреннюю арочку мы должны закончить. Это у нас получается 3-я петля, центр соединительная. Значит, мы вывязываем еще 2 воздушные петли, поворачиваем вязание и опять вывязываем столбики над столбиками. 1, 2, 3 и 4. Опять подошли к внешнему краю. Вывязываем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Повернули вязание. Опять вывязываем столбики. 1. Вводим крючок вот в эту петельку. 2 столбика. 3. 4. Вот видна уже внутренняя арочка одна, которую мы соединили со скользящей петлей столбиком с одним накидом. Теперь мы вывязываем половину следующей арки, то есть 2 воздушные петли. И мы их соединяем вот сюда над столбиком с одним накидом. Соединили и должны провязать вторую часть арочки, то есть 2 воздушные петли. Поворачиваем и опять вывязываем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И опять к внешнему краю мы вывязываем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание и вяжем столбик с одним накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда. В количестве 4 штук вывязываем. 3 и 4. Вот еще мы 2 арочки внутренние соединили. Вот у нас на схеме по 2 арки соединены столбиком с одним накидом, а у нас их должно быть 6 столбиков. Опять вывязываем половину внутренней арки, то есть 2 воздушные петли. И в центр скользящей петли вывязываем столбик с одним накидом.
Теперь мы эту арочку должны закончить внутреннюю 2 воздушные петли, повернули вязание и вывязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязанием и вяжем столбики над столбиками предыдущего ряда. 2, 3 и 4. Одну арку мы соединили уже полностью. Теперь мы должны соединить вторую арку. То есть 2 воздушные петли. Вершину столбика с одним накидом делаем соединительный. Столбик без накида делаем. 2 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И опять вяжем столбики. 1, 2, 3 и 4. 5 воздушных петель для внешней арки. 3, 4, 5. Поворачиваем вязание и вяжем столбик. 1, 2, 3 и 4. Делаем 2 воздушные петли и в центр скользящей петли вывязываем столбик с одним накидом. Вывязали. Арочку из 5 воздушных петель с внутренней части должны закончить. То есть вывязываем еще 2 воздушные петли. Поворачиваем. Вывязываем столбик 1, столбик 2 и столбик 3, столбик 4. Теперь смотрим на схему. Сколько у нас должно быть в центре 6 столбиков с одним накидом. И считаем, сколько должно быть внешних арок. Вот начнем с этого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 арок должно быть. Смотрим, сколько у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, довязали мы почти полностью ряд. И теперь нам его нужно соединить. Делаем 2 воздушные петли, половину арки. Вводим крючок в место соединения арочек. И закрепляем. Теперь сворачиваем пополам. Делаем накид. Вводим крючок над столбиком предыдущего ряда, вытаскиваем петлю. 2 петли провязываем вместе.
Вводим крючок в ту часть, которая дальше от нас, тоже в столбик с накидом, вытаскиваем петлю и этой петлей провязываем 2 петли на крючке. Накид, крючок вводим в ту часть, которая перед нами над столбиком, вытащили петлю, провязали 2, вводим крючок в ту часть, которая дальше от нас, в следующий второй столбик, вытащили петлю и этой петлей провязали 2 петли на крючке. Накид, крючок в работу перед нами, вытащили петлю, 2 петли провязали. Теперь крючок в работу, которая дальше от нас, над столбиком, вытащили петлю, этой петлей провязываем 2 петли на крючке. Накид, крючок в работу перед нами, провязали 2 петли, крючок в работу, которая дальше от нас, вытащили петлю и ею провязали. Вот мы соединили, у нас получилось тоже 2 арки, столбик с накидом.